Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептом домашней мастики. В основном я использую эту мастику для обтяжки тортов. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобится сахарная пудра, желатин. Желатин замачиваем в холодной воде и оставляем для набухания. Потом добавляем к желатину сахарный сироп или глюкозный сироп, глицерин. Это обязательно, чтобы мастика не высыхала. Подогреваем желатиновую массу до того, пока желатин полностью растворится. Перемешиваем и добавляем к сахарной пудре 1 столовую ложку растительного масла или кокосового масла и растопленную желатиновую массу. Перемешиваем. Вначале лопаткой, а потом смазываем руки растительным маслом и мешаем эту массу руками. Вот эти черные перчатки, они такие, как резиновые, к ним очень сильно прилипает эта масса. Я вам показала, как эта масса липнет вот к таким перчаткам, поэтому лучше мастику мешать с виниловыми перчатками. К тем перчаткам почти не липнет, тоже надо смазывать руки. Перчатки с растительным маслом или кокосовым маслом, и надо мешать мастику до того, пока вся сахарная пудра вмешается в эту массу. Потом мешаем мастику на столе. Стол тоже промазываем растительным маслом. Вот такая мастика получается, только приготовленная, она такая как бы эластичная, но в то же время еще довольно крепкая. Готовую мастику мы заворачиваем в пищевую пленку и храним в плотно закрытом контейнере. Мастику мы можем приготовить заранее, хранить в морозилке. Примерно, если хотим там остатки хранить, можем завернуть в пищевую пленку, поставить в контейнер и хранить в морозилке месяц. Но я обычно каждый раз приготавливаю для каждого торта мастику заново. Если мастика только приготовленная или заранее приготовленная, довольно такая твердая и рвется, она не эластичная, ее просто надо поставить, мастику надо поставить на пару секунд в микроволновку, там буквально пару секунд, чтобы она стала более мягкая. Ну, слишком долго не надо греть, мастика станет настолько жидкая, что ее не взять в руки. Если так произошло, тогда надо просто подождать, чтобы опять желатин в мастике застыл, и можно добавить еще немного сахарной пудры и потом перемешать, размешать, вымесить и работать дальше. Мастику раскатываем на силиконовом коврике. Коврик я всегда промазываю растительным маслом, чтобы мастика не прилипала. Если надо, раскатать довольно тонкую мастику. Окрашиваем любыми красителями, и гелевыми, и жирорастворимыми, и сухими, любыми. Конечно, если будем добавлять гелевые красители или жидкие какие-то красители, мастика будет более влажная в тот момент. Если, например, делаем черную мастику, краситель гелевый надо добавлять много, чтобы добиться вот этого черного цвета, то мастика будет более влажная. Тогда можно дополнительно добавить немного сахарной пудры. Этой мастике не нравится влажность, поэтому если класть на торт, то перед тем надо торт помазать любым масляным кремом. Крем должен быть на основе масла. Обычно я использую масляный крем-пломбир, или можно использовать сливочное масло, взбитое со сгущенным молоком. Еще хороший вариант — это сливочное масло и швейцарская меренга. Ну, например, сливочное масло с крем-чизом я ни разу не использовала, поэтому про этот вариант я ничего вам сказать не могу. Если кладем мастику на ганаш, ганаш более твердый,
то можно немного мастику или сам ганаш промазать водой, очень минимально, чтобы был просто влажный, чтобы мастика в тот момент хорошо как бы приклеилась. Если мы мастику наносим на торт и хотим, чтобы красиво сгладились все стороны, то мастика не должна быть слишком тонкая и не слишком толстая. Тут надо вот работать и понять вот эту толщину мастики, как она лучше садится на торт. С этой мастикой я уже работаю более 7 лет. Вот я с этой мастикой готовила свой первый свадебный торт. И розы тоже из этой самой мастики. Несложные фигурки можно приготовить, если к мастике добавить СМС-порошок, чтобы мастика быстро высохла и держала хорошо вот эту форму. Чтобы в мастику не добавлять много красителя, самый лучший вариант вначале мастику поставить на торт и потом кисточкой окрасить в нужный нам цвет. Вот, например, если надо черный торт, то наносим мастику и потом кисточкой наносим краситель, который разбавленный с водкой или спиртом. Тяжкий тортов я использую только свою мастику, так как мне не нравится вкус магазинной мастики. С мастикой тоже можно добиться довольно эффектные торты, не только 3D, но мастику окрашиваем в разные цвета, перемешиваем, добиваемся такие мраморные оттенки. Можно вот делать разную структуру, если у вас есть какие-то коврики. Мастика еще хороша в том, если надо торт далеко везти, то мастика, конечно, дает дополнительно эту стабильность, крепкость. Конечно, если у вас холодильник влажный, внутри образуется конденсат, то этой мастике не нравится вот эта влажность, и она становится более мягкая. Подробный рецепт мастики я оставлю в описании. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!